Привет, мои дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Сегодня я хочу вам показать несколько способов, как прибавить петлю в процессе вязания. Первый способ – это прибавление петель с помощью накида. Можно вот так, просто обычным накидом сделать прибавление, тогда у нас образуется дырочка. Мы можем сделать прибавление петель скрещенным. То есть вот так вот у меня расположена нить на пальце, и я сзади вот так вот делаю накид, перекрещенный накид. И у нас, посмотрите, разница. Здесь большая дырочка, здесь дырочки практически будет незаметно в вязании. Следующий способ прибавления петель – это из одной петли вывязывание двух. То есть мы, например, вяжем лицевую петлю за заднюю стенку, а потом лицевую петлю за переднюю стенку. И так мы прибавили одну петлю. Дальше у нас есть способ прибавления петли из протяжки. То есть мы за петлей, за последней петлей у нас вот есть протяжка такая, ниточка идет от петли к петле. Мы ее накидываем на левую спицу и провязываем скрещенной лицевой за переднюю стенку. И вот что у нас получится. Также мы можем сделать тоже из протяжки, но за заднюю стенку провязать, и у нас тогда будет дырочка. То есть посмотрите, здесь нет дырочки, она практически не видна, а здесь будет дырочка. И еще один способ прибавления петли из предыдущего ряда. Вот наша петля. Под этой петлей есть еще одна петля. Вот эту петельку мы накидываем на левую спицу и провязываем ее лицевой. Затем следующую петлю провязываем лицевой. И вот у нас получилось красивое прибавление справа из петли. По такому же принципу мы делаем прибавление петли слева. То есть я провязываю петлю, затем накидываю петлю из предыдущего ряда. Вот она у нас. На левую спицу. Смотрите. То есть я предыдущую петлю накинула и тоже провязываю ее лицевой. И получилось, тут у меня прибавление справа из предыдущей петли, а тут слева. По такому принципу можно вязать реглан. И это прибавление, посмотрите, какое аккуратное и незаметное. Эти же самые прибавления мы можем сделать в изнаночном ряду. Например, я делаю накид и изнаночная петля. Вот у меня прибавилась петля с дырочкой. Также я могу сделать перекрещенный накид. Вот у меня снова прибавилась петля. Затем мы можем провязать изнаночную петлю сначала за переднюю стенку, а потом за заднюю стенку. И вот у нас снова прибавилась одна петля. Далее добавляем петлю из протяжки, накидываем и провязываем за переднюю стенку. Опять добавили петлю. Пробуем из протяжки сделать петлю с дырочкой. И вот у нас, смотрите, здесь нет дырочки, мы провязали за переднюю стенку, а здесь есть дырочка, поскольку мы провязали за заднюю стенку протяжку. И последний способ добавления петли из предыдущего ряда. Сначала сделаем прибавление петли вправо, то есть вот наша петля, вот петля, которая под ней. Я накидываю петлю и провязываю ее изнаночной. Затем еще одну петлю изнаночной. Вот мы прибавили влево. Теперь прибавим вправо. Провязываем сначала петлю основную, а потом накидываем ту петлю, которая на ряд ниже, и тоже провязываем ее изнаночной. Вот такие вот способы прибавления петель. Попробуйте все способы, посмотрите, какие вам больше понравятся, какие будут в вашем вязании лучше, органичнее выглядеть, тот способ себе и берите. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Тоня Февралева. Всем пока!